Всем большой привет! Сегодня делюсь простым способом приготовления вяленого мяса в домашних условиях с добавлением нитритной соли. Мясо вкусное, в меру соленое, будет прекрасным украшением любой мясной тарелки, а процесс приготовления не займет много сил, за исключением времени ожидания, если учитывать, что все это время мы ничего не делаем. А как приготовить вяленое мясо без добавления нитритной соли, у меня на канале есть два видео. Оставлю вам ссылки и подсказки. Если интересно, смотрите, друзья, задавайте вопросы. А я в свою очередь постараюсь подробно остановиться на всех самых важных моментах, чтобы у вас не возникло никаких сложностей в приготовлении вот такого замечательного вкусного мяса к праздничному столу. Если кусок мяса до 1 килограмма или килограмм, тогда можно вялить без добавления нитритной соли. У меня тут около 2 килограммов обычный окорок, свинина. Разрезаю я вдоль, вот такой большой кусок, прослойки жира я оставляю. Если кусок мяса больше 1 килограмма, вялить надо обязательно с добавлением нитритной соли. Для начала надо взвесить и узнать точный вес мяса. В моем случае это килограмм 814 грамм. На 1 килограмм мяса должны добавить 30 грамм нитритной соли. Так как у нас килограмм 814 граммов, возможно, это покажется лишним, что я вот так пишу, но возможно, кому-то пригодится. На 1 814 килограмма мяса мы должны добавить 54 грамма нитритной соли. Вес мяса у каждого будет, естественно, другой, поэтому напоминаю, как считать, возможно, кто забыл, чтобы ни у кого не было вопросов. Взвешиваю ровно 54 грамма соли. Ни больше, ни меньше. Это оптимальное количество, мясо не будет соленое, его не надо будет вымачивать впоследствии или же досаливать. Такое мясо не нуждается потом в дальнейшей промывке. Все, у меня ровно 54 грамма. Теперь втираю нитритную соль в мясо. Натереть хорошо со всех сторон, распределяю в равном количестве по всему мясу. Целым большим огромным куском не вялю и не засаливаю, так как есть риск, что оно не просолится и плохо завялится. Теперь каждый кусок надо обвернуть в пищевую пленку в несколько слоев, так чтобы никакие соки, ничего не вытекало. Один кусок, точно так же другой. Далее подложу тарелку и отправлю в холодильник. Вялится его в таком виде от 6 до 10 дней. Минимум 6 дней мясо мое находилось в холодильнике ровно 10 дней. Теперь удаляю пленку всю и достаю мясо. Мясо промывать не надо, вымачивать тоже не надо. Мясо хорошо просолилось, имеет вот такой красноватый цвет благодаря нитритной соли. И теперь его надо всего лишь обсыпать специями и отправить вялиться. Для этого я буду использовать специи и немного спирта. Паприка сладкая, 4 чайных ложки с горкой на это количество. И вот 3 чайных ложки чеснока сушеного и 3-4 ложки укропа сушеного. Сюда же добавляю пажитник или фенугрек по-другому. Набор специй можно использовать любой, какой у вас есть в наличии, даже обычную хмели-сунели, прованские травы. И добавляю медицинский спирт. Обязательно на это количество где-то уйдет грамм 50 спирта. Спирт он обеззаразит дополнительно наши специи. Хотя можно специи прокалить на сковородке, но я этого не делаю, чтобы они не потеряли свой аромат, так как там много эфирных масел. Хорошенько смазываю со всех сторон мясо
втираю в каждый кусочек. И теперь буду заворачивать. Заворачивать можно или же в марлю, или же в пергамент. Если это будет марля, то не больше 5-6 слоев марли или бинта. Пергамент 3-4 слоя, тоже не больше, и чтобы он был без воска. То есть очень много слоев тоже не надо, оно должно дышать. Обматываю нитками и в подвешенном виде отправлю его вялиться. Обязательно температура должна быть от 10 максимум до 15 градусов. Это очень важно, особенно в первую неделю сушки. Если температура будет выше, на мясе образуется закал, то есть твердая корка, которая потом будет препятствовать выходу влаги из мяса. И внутри мяса не завялится и может испортиться. Вялить очень удобно, например, в неотапливаемом помещении, если такое имеется балкон или кладовка, в которой оптимальная температура от 10 до 15 градусов, или же холодильник в подвешенном обязательно состоянии. Если мясо будет лежать, образуется плесень и мясо испортится. На каждом батоне для удобства я маркером написала вес каждого батона. Такое мясо будет готово тогда, когда оно потеряет 30-40% от первоначального веса. Прошел месяц, мясо уже завялилось мое, я его взвесила, оно потеряло 40% от первоначального веса. Теперь можно разрезать и посмотреть, что у меня получилось внутри. Да, и еще хочу добавить, что если вы хотите, чтобы мясо имело более плоскую ровную форму, тогда перед тем, как его вывешивать, можно сверху уложить груз на 2-3 дня, и оно будет иметь более плоский вид. Вот такое мясо на разрезе, замечательное, ярко-красного цвета получилось. Разрежу еще другой батон. Для того, чтобы это мясо имело такой более яркий, красивый вид, я обсыпала дополнительно еще немного свежими специями. Вот посмотрите, какое оно красивое, блестящая поверхность. Вот видите, ярко-красные. Так как специи в процессе вяления, они теряют такую яркость свою, хоть и аромат отдают мясу, поэтому немножко можно присыпать свежей, например, паприкой или любыми другими специями, которые есть у вас в наличии. Как всегда, друзья, надеюсь, что это видео вам пришлось по душе и вы будете так готовить. Если это действительно так, не забывайте оставлять свои комментарии, подписываться на мой канал, кто не подписался. Если нажмете на колокольчик, тогда вы будете в курсе моих новых интересных видео. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых интересных видео. С вами была Виктория. Пока-пока.